предыдущих видео мы с вами разбирали, что такое структура, правильные откаты, и сейчас пришло время разобраться, а как входить вообще в сделку. Ведь рисовать структуру, находить правильные откаты — это одно, но нужно же как-то торговать. Что он сказал? Именно поэтому сегодня мы с вами разберем, как торговать в зоне, в которой мы в первую очередь снимаем ликвидность. Это зона IDM. И именно эта стратегия уже позволит вам находить высоковероятностные сделки на графике и торговать их. Первое, с чего мы с вами начнем, это с определения правильной структуры. Мы с вами видим, что мы пробили босс, получили точку слома и начали двигаться дальше. Но на нашем графике, к сожалению, у нас не было правильного отката. И только в тот момент, когда мы его получили, мы можем говорить о том, что у нас сформировалась нижняя точка. Соответственно, мы с вами работаем в данном блоке, и именно по тренду мы будем искать точки входа в шорт. Какие же блоки нас сейчас будут интересовать? Не зря мы с вами учились рисовать правильные откаты. Если вы не знаете, как их рисовать, посмотрите видео, которое закреплено в комментариях. Без него вы очень много будете упускать и входить именно в убыточные сделки. Для чего же мы ищем эти правильные откаты? Правильные откаты мы ищем именно для того, чтобы определять верные ордер-блоки. И у вас на графике будет огромное количество ордер-блоков, которые вы будете находить. Но не все из этих ордер-блоков являются блоками, в которых мы будем искать точку входа в шорт. На данном графике у нас, получается, есть 3 блока. Даже на самом деле их будет 4. У нас еще будет блок под IDM. Сегодня мы поговорим с вами о входе в блоки в данной зоне. То есть это зона, которая находится возле IDM. Соответственно, задача данных блоков следующая. Задача первого блока, она является приманкой. Она является приманкой и ловушкой для смарт-мани трейдеров. Соответственно, если мы подходим к данному блоку, ни в коем случае мы не пытаемся шортить. Наша задача дождаться пробоя IDM, либо приход в первый блок после IDM. Именно эти зоны и будут говорить нам о том, что необходимо входить в сделку. При этом, если мы с вами видим свип IDM, это уже первый фактор того, что мы будем входить в сделку. Вторым фактором является закрепление над IDM и подход к нашему ордер-блоку. Очень часто эти зоны могут находиться рядом, иногда между ними появляется какая-нибудь свечная ликвидность. Соответственно, наша задача дожидаться реакцию либо на IDM, либо на блок IDM. В остальных случаях мы просто ожидаем. И целями по данным сделкам у нас будут являться именно пробитие нашего минимума и подтверждение нового босса. Конечно же, когда мы будем входить в сделку, наша задача входить на младшем таймфрейме. Именно поэтому мы выделяем на более старшем таймфрейме структуру и входим на младшем таймфрейме. То есть точка входа у нас всегда на младшем таймфрейме. Сейчас давайте с вами разберем график евро-доллар. Это часовой график. На данном графике нам в первую очередь необходимо обязательно разобраться со структурой. Что мы видим? Есть наш хай, под нашим хаем есть первый правильный откат, соответственно, ищем нижнюю точку. Вот наша нижняя точка, проверяем дальше. Дальше наша нижняя точка реагировала с IDM, соответственно, в данном случае она будет являться крайней. Ставим нашу верхнюю точку. Мы понимаем, что по пробою данной зоны у нас будет чок. Соответственно, следующая наша задача по пробою нашего чока. Мы видим, что у нас есть подтверждение нашего чока. Наша следующая задача — найти первый правильный откат. И именно первый правильный откат будет являться нашим IDM. Когда мы с вами находим IDM, наша задача дождаться реакцию на данную зону. Также следующая задача — это выделить наш правильный ордер-блок. Первый правильный ордер-блок, который находится после IDM. Мы с вами видим, наша черная свеча сняла ликвидность с предыдущей свечи, это зеленая. Белая свеча является внутренней зеленой, поэтому мы обе свечи рассматриваем совместно. И после себя она оставила имбаланс. Данный имбаланс был частично заполнен следующими свечами, но полностью не перекрыт. Соответственно, данный ордер-блок является валидным до того момента, пока мы в него не придем и не получим реакцию. Соответственно, наша задача при подходе цены к IDM рассматривать точку входа в шорт, либо дожидаться пробоя IDM и рассматривать реакцию от нашего ордер-блока. Когда мы с вами увидели данную информацию, наша задача перейти на младший таймфрейм.
На текущий момент мы находимся на 1 часе, соответственно, наш младший таймфрейм — это 5 минут. Мы с вами перешли на наш 5-минутный график, и наша задача сейчас найти точку входа в шорт на младшем таймфрейме. Мы с вами видим, как каждая следующая свеча свипает предыдущую, однако вот эта зеленая свеча, она закрылась телом выше предыдущей. Соответственно, нам необходимо дожидаться более серьезного подтверждения, чем входить от текущей зеленой свечи, от текущего скоба. И сейчас мы ожидаем реакцию дальше. Мы видим с вами еще один пересвип, закрепление выше, поглощение и движение ниже. На данном этапе у нас есть зона чока на младшем таймфрейме, наблюдаем за ее реакцией. Мы пробиваем данный чок и спускаемся ниже. На данный момент нас интересует движение, которое мы сейчас сформировали. Мы с вами видим, что здесь красивого чистого ордер-блока нет, однако у нас образуются первые структурные откаты. И наша задача — найти первый правильный IDM. Фактически наш IDM находится здесь. Смотрим дальше. Мы с вами получаем реакцию на IDM, и здесь у нас появляется не что иное, как наш IDM. Соответственно, мы имеем право поставить точку входа под наш лой, выставляем бит-стоп и наблюдаем за реакцией цены. Где будет наша цель? Наша цель по данному графику будет находиться непосредственно на пробитии нашего лоя. Соответственно, смотрим дальше, что происходит с реакцией цены. Нас запирает в позицию, мы движемся дальше, пробиваемся ниже, и сейчас мы с вами должны наблюдать за дальнейшей реакцией цены. Здесь у нас уже есть красивый ордер-блок. Здесь у нас есть уже первый правильный откат. Сейчас наблюдаем, что будет дальше, как будет реагировать цена. Однако у нас пока не пробит наш минимум. Итак, мы пробиваем минимум. Вот наш первый правильный откат. Смотрим дальше. Мы с вами создаем еще один правильный откат, и у нас появляется еще один ордер-блок. У нас есть свипы нашего ордер-блока. Дальше мы с вами видим, что мы еще не зашли за лой данной свечи, и мы с вами сделали свип первого правильного ордер-блока после нашего IDM. Соответственно, в данный момент мы могли ставить отложенную заявку на нашу свечу. Цель находится точно так же лой предыдущего дня. Соответственно, мы с вами видели сетап, который мы хотели найти на старшем таймфрейме, мы его увидели и на младшем таймфрейме. Смотрим, как отрабатывает дальше цена. И по итогу мы получили 2 сделки в течение одного торгового дня, даже на 5-минутном графике. Сделка у нас заняла практически весь световой день, но мы получили 21 R. Как это выглядит на часе? На часе мы с вами видим, что после того, как у нас появилась зеленая свеча, мы свипнули предыдущую и именно здесь получили первую точку входа, после чего мы повалились ниже. Данная стратегия показывает вам, как можно торговать, даже не сидя на 15 минутах и 1-минутном таймфрейме, а имея в запасе целый день и смотреть, что происходит на графике немного реже. Смотрим с вами дальше. Что у нас происходит? Мы с вами забрали IDM, соответственно, мы подтверждаем структуру. У нас есть high-low. Идем дальше. Наша задача сейчас найти снова первый правильный откат. И мы с вами видим точно такой же сетап. Давайте посмотрим, что происходило на 5 минутах. На 5 минутах мы видим с вами реакцию на IDM, затем перехай и дальнейшие пересвипы один за одним. То есть мы видим пересвип, пересвип, пересвип. Если мы проведем с вами линию от крайней ликвидности, которая была свипнута, мы с вами увидим,
что как раз цена подошла и закрылась вровень в ровень, либо ниже данной ликвидности. Соответственно, очень часто такое движение цены позволяет нам установить отложенную лимитную заявку и дождаться пробоя нисходящего движения. Конечно, такие сетапы находить очень сложно, и навряд ли у вас получится сделать это с первого раза, однако, когда вы будете о них знать, вы станете более смелее и увидите, что буквально за 20 минут можно было бы заработать 6,5 R. Почему бы и нет? Очень хорошая прибыльная сделка, и по итогу у вас с перерывом в один день у вас получается 3 хорошие прибыльные сделки. Так, идем с вами дальше. У нас снова появляется идея. В данном случае мы пробили ATM, данный сетап у нас не подходит, пропускаем его, идем дальше. У нас снова появляется правильный откат. И снова у нас появляется свип данного отката. Мы с вами переходим на младший таймфрейм и смотрим, могли ли мы здесь входить в сделку. В данном случае у нас есть пробитие нисходящего движения. Мы с вами ищем первый правильный откат. На данный момент у нас вообще здесь нет правильных откатов, структура движется вниз. В данном случае у нас также нет правильного отката, и цена нам не дает точку входа. Соответственно, данная точка входа полностью пропускается. И мы видим, что дальше прошло движение, но на данном этапе оно нас не интересует, потому что оно не подходит под наш сетап. Соответственно, мы не получили с вами точку входа, и наши деньги остаются в безопасности. Именно эти простые правила позволят вам торговать прибыльно. Я думаю, что вы уже понимаете, что поиск правильных откатов очень сильно поможет вам зарабатывать в трейдинге. Если вы не знаете, где найти видео про правильные откаты, обязательно посмотрите в описании видео. На этом у меня сегодня все. Пока.